Представьте себе картину. Государственная комиссия железной дороги, строгие инженеры в костюмах-тройках и напряженные ожидания. На кону безопасность сотен пассажиров. Но экзамен на профпригодность сдает не человек. Перед пультом управления движением поездов сидит огромный медвежий павиан. Инспекторы умышленно подают ложные, хаотичные сигналы, пытаясь запутать животное. Но примат безошибочно переключает именно те стальные рычаги, которые спасут состав от крушения. Это не цирковой трюк и не выдумка писателей-фантастов. Это подлинная летопись из официальных архивов Южной Африки конца 19 века. История о том, как глубокая личная трагедия одного человека привела к созданию самого поразительного и эффективного рабочего союза в истории транспорта. В 1870-х годах на Кейптаунской государственной железной дороге работал кондуктор по имени Джеймс Эдвард Уайт. Коллеги знали его под красноречивым прозвищем «Прыгун». Джеймс обладал опасной, но лихой привычкой. Он виртуозно перескакивал с одного движущегося вагона на другой во время маневровых работ. Именно тогда удача изменила ему. Во время очередного прыжка Уайт оступился, упал прямо под колеса многотонного состава и лишился обеих ног ниже колен. В те времена инвалидность означала полную нищету, но Джеймс проявил невероятную стойкость. Он самостоятельно вырезал себе пару деревянных протезов из старых дубовых шпал и сконструировал небольшую дрезину тележку, чтобы передвигаться по рельсам. Компания пошла навстречу ветерану путей и перевела его на должность сигнальщика на тихую станцию Эйтенхахе. Задача была простой – переводить стрелки и менять сигналы с семафоров. Однако на деле физическая работа с тяжелыми стальными рычагами на примитивных деревянных протезах ежедневно причиняла Джеймсу невыносимую боль. Все изменилось в 1880 году. Будучи на местном рынке, Уайт увидел поразительное зрелище. Огромный медвежий павиан или бабуин ловко управлял упряжкой быков, четко реагируя на голосовые команды хозяина. Джеймс мгновенно понял, что этот интеллект и физическая сила могут облегчить его собственную жизнь. Он выкупил примата, назвав его Джеком. Джеймс изначально отказался от методов дрессировки через страх и побои. Он относился к Джеку как к полноценному партнеру, с исключительной заботой и терпением. Животное ответило ему взаимностью. Уже через короткое время Джек взял на себя часть быта. Каждое утро павиан самостоятельно толкал тележку с сидящим в ней хозяином от дома до рабочего места, а вечером возвращал ее обратно. В самой сигнальной будке примат научился поддерживать идеальный порядок и подметать пол. Постепенно Джеймс начал обучать Джека тонкостям семафорной службы. При приближении к станции машинисты поездов подавали условные сигналы паровозным гудком. Например, 4 гудка означали необходимость направить состав к угольным складам. Джеймс раз за разом показывал Джеку, какой именно рычаг соответствует определенному количеству звуков. Павиан продемонстрировал феноменальный слух. Он научился не просто механически дергать за сталь, а анализировать команды. Вскоре Джек работал полностью автономно. Он внимательно вслушивался в гудки локомотивов, подбегал к нужному рычагу, наваливался на него всем весом своего сильного тела и переключал путь. Если поезд трижды гудел у платформы, Джек безошибочно снимал с крючка тяжелый железный ключ от склада и лично протягивал его в окно проезжающего поезда. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока одна из богатых пассажирок не увидела из окна вагона, что судьба поезда находится в руках крупной обезьяны. Поднялся скандал. Женщина написала жалобу, и управление железной дороги немедленно отстранило Уайда, направив на станцию строгую инспекцию. Джеймс умолял не увольнять его и устроить Джеку официальный экзамен. Инженеры создали сложнейшие условия. Они путали очередность поездов, подавали ложные хаотичные сигналы гудками. Но павиан выдержал проверку со стопроцентной точностью. Он игнорировал посторонние шумы и переключал стрелки только по верным командам. Пораженное руководство отменило приказ об увольнении. Более того, Джека официально зачислили в штат компании. Ему присвоили служебный номер, выделили ежедневный паёк, а также официальное ежедневное вознаграждение 20 центов и половину бутылки светлого пива по субботам. Алкоголь в те годы на юге Африки часто использовался как поощрение, и для Джека это стало главным ритуалом недели. Джек прослужил на железной дороге 9 лет. За это время официальный путевой смотритель не допустил ни единой ошибки и не создал ни одной аварийной ситуации, сохранив сотни человеческих жизней. В 1890 году верный напарник скончался от туберкулеза.
что стало для Джеймса Уайда тяжелейшей личной потерей. Эта история не красивая легенда, а задокументированный исторический факт. Сегодня оригинальный отчет железной дороги, старые фотографии Уайда и Джека, а также череп самого умного павиана в истории хранятся в научных фондах Музея Албании в Грэмпстауне, Южноафриканская республика, оставаясь неопровержимым доказательством того, что преданность и интеллект способны преодолевать любые природные барьеры.